Привет, друзья! Я очень рада снова вас видеть. Так солнышко светит, классно. Сегодня воскресенье, а с вами Ева Рейки. Привет-привет. Мне что-то тут все эти шоколадные истории пирожные, конечно же, отразились сразу же на коже. Но мы об этом с вами поговорим. Очень интересных много наблюдений сегодня. В общем, сегодня воскресенье, бодрым утро. У меня сегодня такой очень красивый лук. Сейчас я вам покажу, наверное, вот так вот. Так вот себя издалека. У меня сегодня такая красота. Иногда бывают такие вещи, которые ты покупаешь, потом они у тебя как-то редко используются, потом появляется какая-то вещь в гардеробе, она как-то сразу дополняется. Вот. В общем, я поняла, что я ни разу не записывала влоги, знаете, вот по кусочку, допустим, там неделя жизни со мной, неделя жизни Евы Рейки, тем более на этой неделе я поеду на один день в Стамбул, и я думаю, что, кстати, там я запишу обещанное видео про как энергетика города Стамбула и Турции действует на людей, которые там живут, там туда переезжают и так далее. Вот. И что можно от города взять, что город забирает, как с городом работать. Это мне очень нравится, эта тема в последнее время. Вот. Поэтому я решила сделать, потому что все мои влоги, видео за все эти годы, даже в моем влоге Инстаграм, это были какие-то секунды, дни. И я подумала, как классно будет сделать, наверное, что-то такое. Я буду снимать в течение недели, и все это соберется в один большой влог, такая немножко кусочек жизни со мной, такой обычной жизни, расслабленной, где я не бегу, не спешу, и мы просто с вами будем болтать. Вот, поэтому, надеюсь, вам понравится это видео. Я сама пока не знаю, что в нем будет, но я знаю, что сегодня воскресенье, в течение недели много разных запланированных, уже привычных, рутинных для меня дел. Вот, и в пятницу я поеду на один день в Стамбул, туда-назад, утром улечу, вечером вернусь. Это тоже будет любопытно, там сделаю как раз диагностику для вас. И что я еще хотела вам сказать, что я на самом деле всем благодарна, кто смотрит мои видео, кто оставляет лайки, комментарии. Мне это очень приятно. Спасибо вам большое. Поэтому у нас будет такой влог, жизнь за неделю, все, что будет происходить, я буду с вами делиться своими наблюдениями. Может быть, это будет не короткий влог, как обычно, а часовой, полуторачасовой. Ну, я думаю, что кому понравится. Будем говорить о многом. Я свожу вас на свои тренировки, покажу свою обычную жизнь, что я ем, расскажу про питание, расскажу про вот это, про то, что у меня уже не было где-то больше полугода ничего вообще на лице, а тут хоп, да. Вот. А сегодня, знаете, почему я решила? Во-первых, я сегодня утром проснулась, да, проснулась я сегодня утром, и я, как всегда, свой день строю с утра. То есть я не прорабатываю его с вечера, не продумываю его с вечера, ну, иногда делаю, но в большинстве случаев я с утра сразу же, когда просыпаюсь, я ловлю энергетику пространства, свое состояние, и я понимаю, как выстроить день. Ну, если нет каких-то запланированных, да, например, как сегодня воскресенье. Поэтому сегодня я проснулась, и я отчетливо поняла, что мне нужно куда-то поехать и позавтракать где-нибудь. Вот, и пока я собиралась, одевалась, мне написала одна девушка, да, попросила с ней срочно поработать, у нее там какая-то emergency situation, вот, и поэтому как раз я там, где я сейчас поеду позавтракаю, вот, завтракаю я всегда в 12, я завтракаю в 12, ну, это можно так назвать завтраком, завтракаю я в 12, обедаю, ужинаю я, у меня 2 приема пищи, это в 12 и в 6, вот так вот у меня разбился это удобно мне и по времени, потому что утром я не люблю вот это последнее время готовить, я поняла, что мой организм это хорошо работает, поэтому вот такая разбивка, да. Иногда, честно вам скажу, бывает я завтракаю в 10-11, если у меня там спорт или какие-то еще дела, вот, и, конечно, тогда какой-нибудь маленький перекус или что-то у меня такое возникает, какая-нибудь полезность, вот. Ну, в общем, погнали, меня там сейчас ждут, вот, я очень рада, что получится, надеюсь, такое классное, теплая, турецкая. Сегодня, кстати говоря, по-моему, 3 ноября. Я делаю эту куртку, но на самом деле можно было бы и без нее, потому что вот я смотрю, в машине показывает сейчас с утра, ну как утро уже, в принципе, 11 часов, 22 градуса. Я думаю, что днем будет вообще все 26-27 на солнышке. Поэтому, в общем, погнали. Вот. Кстати, кто-то меня уже спрашивал, когда я в сторис давно еще выходила, у меня эта куртка уже давно, я, наверное, года 4 или 5.
Вот, эта куртка я купила в Яграджи, это такой турецкий бренд, очень популярный, и у них в последнее время просто какие-то ужасные вещи, но какая-нибудь одна вещь из коллекции действительно просто восхитительная, красивая, и я вот почему-то все время попадаю на эти вещи, и вот я купила это, и я когда полечу, я уже знаю, что я в Стамбул одену, там будет куртка тоже, которую я купила в Яграджи, поэтому вам покажу. Вот, ну, в общем, погнали, впереди дорога у меня, вот, я тут остановилась, чтобы с вами поболтать. Вот, красивый осенний день. Ну что, погнали? Какой-то впереди красивый вид. Ой, красота. Ну, конечно, снимать за рулем это плохо, но, в общем, все хотела вам снять вот эту вот гору и вид как-нибудь, когда буду ехать, и, в общем, сегодня удалось. Кстати, если вы видите у меня здесь иногда музыку на экране, очень советую взять на заметку, потому что я меломан, любитель музыки, и вот мне иногда попадаются очень классные исполнители, поэтому шазамьте. Я тот человек, который ходит водить ЖКВ, садится за один и тот же столик и заказывает одну и ту же еду. Где эти люди? Я этот человек. Потому что, на самом деле, на это много причин. Во-первых, в меню достаточно сложно найти что-то, что подходит мне. И даже то, что подходит, все равно в нем есть какие-то продукты, которые я бы не хотела есть. Вот. Поэтому я в основном даже вот место, где я нахожусь сейчас, Вамос, мое любимое местечко, такое дежурное, скажем так, в котором я практически всегда кушаю, бываю. Вот здесь, видите, так очень красиво, миленько. Вот, сейчас мне принесут мою еду, я вам покажу. Вот, в общем, я тот человек, который любит, чтобы было красиво, чтобы было приятно. Мне здесь нравится сервис, мне нравится, что здесь достаточно приятные люди вокруг. Вот. В Бодруме сейчас, на самом деле, стало достаточно такой большой проблемой, потому что, в общем, я думаю, что вы поняли. Вот, поэтому бывать в красивых местах и кушать красивую еду для меня это часть моей жизни, потому что, вы знаете, во-первых, я весы. Весы это всегда это эстетика, это красота, без этого никуда. Во-вторых, это профессиональное, скажем так, да, то есть профессиональное то, что я же работала 20 лет архитектором, и потребность создавать красоту, это, знаете, вшито уже, да, в какое-то генетическое что-то. Ой, тут дети кричат. Поэтому мне очень важно, чтобы все, что я делаю, все, что я ношу, все, что меня окружает, чтобы было красивым, потому что когда оно некрасивым, мне внутри дискомфортно, то есть моя энергетика от этого страдает, мое поле от этого страдает. Вот. Поэтому все люди очень разные, для меня это так. Вот. Поэтому вот это место, где я нахожусь здесь, оно как раз отвечает этим моим запросам. Здесь мандариновый сад, просто вот природа, уже видите, мандарины там начали созревать. Вот тут, кстати, тоже видно. Вот, поэтому мне здесь очень нравится. Я здесь часто бываю, поэтому если вы хотите в Бодруме найти меня где-то, вы знаете, где меня искать. Вкратце вам хотела рассказать, что последние где-то полгода, даже больше, наверное, уже, я перешла на такое двухразовое питание. Мне это очень так подошло. Оказалось, что для меня это очень, так скажем так, хорошо для моего самочувствия. Я уже чувствовала, что пришло время что-то менять. Вот, и на самом деле это такой очень важный шаг. Поначалу это было немножечко казалось сложным. Сегодня как раз тот самый день. Сегодня тот самый день, когда я позволяю себе выпить чашечку кофе. В общем, я не люблю кофе, знаете, вот я до того, как я переехала в Турцию, я пила кофе в Москве раз в неделю. И вот, вы знаете этот бренд, Джулия, да, Джулиас, я не могу все время выговорить, все время забываю, уже который раз в видео, да, это хочу все сказать. Вот, и, в общем, это единственный кофе, который я могу пить, который мне нравится. Я вот себя балую раз в неделю, 2 раза в неделю в капучино. Почему? Я вам объясню.
Вы мне скажете, что сейчас мода, все эти не едят молочку, глютен и так далее, и так далее, и так далее. Ну вот я вам пример расскажу на себе. Да, я всю жизнь, молочные продукты для меня было бы с детства. То есть это все заставляли, пихали через насилие. Да. Белый хлеб я никогда не ела, мне он не нравился. Я всегда старалась есть черный. Это, понимаете, мы же все всегда чувствуем, особенно такие чувствительные люди, как я. Вот, поэтому я всегда это не ела. В Москве для меня там выпить чашечку латте, когда она начала появляться в кафе, там, помню, шоколадницу я ходила. У меня была паста карбонара, или там еще какая-нибудь паста с креветками, или там салат цезарь, я помню, это классический у меня было там в пятницу вечер после тяжелого дня, и потому что было на маршруте домой, вот, а вы знаете, в Москве я работала сутками, вот, такая была жизнь, вот, а смотрите, какой тут красивый кофе, я всегда подаю такую вот, видите, печенюшечку. Вот. Поэтому всегда мой организм как-то вот он, знаете, вот я не пила кофе, я пила там как-то чай, даже черный меньше, какие-то травяные. В общем, я к тому, что когда я переехала в Турцию, здесь, конечно же, все построено на сырах, на хлебе, на молочных изделиях. Кофе это вообще, здесь вы знаете, это, ну, как это, без чашечки кофе там и так далее. Все, в общем-то, вокруг вот этих посиделок. Поэтому это как-то незаметно перетрансформировала мой образ жизни, хотя мне, когда я переехала в Турцию, мне было 30 лет, вот, за эти 10 лет жизни в Турции, да-да-да, вы сейчас уже посчитали, сколько мне лет, молодцы, и напомню вам, что когда я была в Лондоне, и когда я праздновала свой день рождения, и я раздавала там свой кейк, который у меня остался из Afternoon Tea, все говорили, что мне 24, поэтому, друзья, вот, шутки шутками, но, в общем, я к тому, что на самом деле очень важно понимать, что вот мы всегда чувствуем, какие продукты нам нужны. Вот надо просто уметь это прислушиваться, потому что часто ты вот ходишь с людьми в заведение, ешь за компанию, начинаешь принимать образ других людей, образ жизни, и ты теряешь свое здоровье. Поэтому так случилось со мной. И у меня там начало меняться тело, какие-то болячки начали, еще что-то, именно из-за питания. То есть питание стало, ну, как бы противоречащим моему организму. Вот. И поскольку я могу просканировать все тело, там, продукты и так далее для себя, когда я занялась прямо этой темой питания, я просканировала, например, как на меня влияют молочные продукты. Чак ты шоколад? Вот, кстати, принесли мою еду. Вот видите, говорю, что я вам ем. Сейчас я вам покажу. Моя сумка просто прекрасно работает подставкой треногой для этого. Поэтому я ем здесь, видите, авокадо-тост. То есть здесь как бы все для меня окей. Да, это, конечно, какой-то глютен, но он небольшой, видите, тоненький. Но это ишкимая экмек, то есть бездрожжевой. Супер, мне нравится. Ну и, конечно, чашечка кофе, ну вот раз в неделю я себе ее позволяю, и я чувствую, что мне от этого неплохо. Ну, может быть, максимум 2. Вот, такая вот еда. Вот, ну, в общем, вы увидели мою еду, я хотела вам рассказать про продукты. Поэтому там веяние, что сейчас не нужно есть глютен и молочку, да, то есть на мой организм это всегда, то есть у меня не вызывает это сильные аллергии, но в моем случае аллергия и я когда делала себе биорезонанс, да, чтобы более точно подследить это, да, это действительно у меня там глютен, какао, кофе и молочка вызывают у меня аллергические реакции. В моем случае это воспалительные реакции, то есть организм начинает страдать, то есть у него начинается угнетение иммунной системы, тревожные состояния. Это вот что у меня происходит, что у меня еще, естественно, портится настроение, проблемы с перевариванием, газообразование, то есть это я все чувствую, тяжесть и так далее. То есть печень тоже в напряжении, желудок в напряжении, все кишки тоже в напряжении. То есть, но самое главное, что одной из самых главных проблем для меня это то, что у меня это давало усиление тревожности эти продукты. Я это просканировала и поняла. Вот, поэтому я убрала сейчас это из своего питания. И иногда оно появляется, ну, потому что, ну, мы живем в социуме, какие-то вещи, там какое-то пирожное, это, ну, это все, это исключительный случай. Вот. Поэтому, в общем, праздничная воскресная чашечка кофе в воскресенье. Обожаю именно этот капучино, в общем, супер. Вот, поэтому следите за своим питанием. Сейчас куда-то не придешь в заведение, все навязывается, разная еда. Иногда она совершенно не подходит тебе, несовместима с твоим вообще
с твоей структурой тела, вот, поэтому я, когда сейчас что-то ем, я просто сканирую себя, сканирую эту еду и смотрю нашу совместимость. Ну, благо, у меня такая возможность есть, и у большинства людей это просто есть неосознанно, как интуиция, или как просто что-то подсказывает, я это хочу есть, я это не хочу есть, поэтому пользуйтесь этим, не пренебрегайте, это очень важно, чтобы сохранять свое здоровье, молодость и хорошее состояние ума. Вот, это очень важно, потому в первую очередь еда влияет, потому что у еды есть своя энергетика. Энергетика, она взаимодействует с нашей энергетикой тела. Поэтому, когда эта энергетика является разрушительной для вас, и она не несет усиления вашей энергетики, то зачем такую еду есть? Поэтому вот. Я думаю, что еще много в этой теме будет открытий, и для меня тоже, и для вас. Поэтому, в общем, надо есть вкусно, полезно. И самое главное, что для каждого это абсолютно индивидуально свое в разные периоды жизни. Нужно понимать, в разные периоды жизни. Вот. Все, приятного аппетита. Я буду кушать. Смотрите, какая красота. Ну не красота ли? Обожаю. Яйца пашот – это вообще моя любовь. Красота. Раньше они здесь сделали не авокадо с слайсами, а гуакамоле. Это было самое лучшее гуакамоле. Это был просто мой наркотик. Сегодня такие красивые кроссовочки, мои любимые Louis Vuitton. Ноктюр турецкий. В общем, у меня все такое сегодня зеленое. Цвет моей еды, кстати, я сейчас это поняла. Привет! Снова доброе утро. Сегодня понедельник. И вы только что увидели, у меня такой сегодня красивый круассан. Расскажу, почему, что, как. Решила себя немножко побаловать вкусняшкой, потому что вчера прям увидела, захотелось круассана, 300 лет не ела. Вот. И сегодня, вы знаете, я сегодня очень плохо спала. Как сказать, не очень хорошо, потому что мне приснился сон. Я приснилась, и обычно, когда мне снятся сны, это означает, что уже пришло время какую-то тему проработать, и на самом деле она уже из подсознания лезет. Вот, и сегодня прям такой сон приснился, такой знаковый, серьезный, и я уже даже с утра села немножко с этой темой поработать. Вот, вчера, знаете, хотела с вами поделиться, у меня была консультация же, да, вот, и, как консультация, просто надо было с одной девушкой пообщаться, и, вы знаете, я такую вещь хотела вам сказать, что проблема очень многих людей заключается в том, что они хотят получить чего-то, но не жертвуя чем-то. Например, ты сидишь на стуле, тебе на нем хорошо и комфортно, но ты хочешь жить в другой стране. И ты не хочешь с этого стула встать, и ни при каких обстоятельствах ты с него не встанешь. Окажешься ли ты в другой стране? Окажешься ты в других обстоятельствах? Нет. То есть, вы понимаете, для того, чтобы действительно что-то изменилось, нужно будет что-то менять. А, к сожалению, почему так считается, что меняться сложно? Почему многие люди не хотят меняться, да? Вот. Ветерок задувает на шею, что немножко сегодня ветрено. Вы знаете, вчера вот было так тепло и жарко, и ветер был такой прям теплый, горячий. А сегодня с утра прям ветер просто ледяной. Вы знаете, вот это в Бодруме такая бывает погода, когда солнечная погода, голубое небо, но при этом такие вот ледяные ветра. Вот сегодня как раз такой день, и я уже знаю, у меня специальная есть одежда на этот случай, чтобы тепленько было с капюшоном. В общем, я продолжу, да, и вы знаете, проблема очень многих людей. Вроде бы можно так сказать, что все бы люди тогда очень быстро менялись, все бы тогда быстро меняли свою жизнь, решали бы все свои проблемы, все вот так было бы легко, да?
Но на самом деле это нелегко, потому что на самом деле, когда тебе нужно иногда что-то изменить, что-то сделать по-новому, да, тебе придется расстаться с тем, что ты делал как раньше, да, или, может быть, от каких-то своих ложных ценностей или ложных убеждений, или что-то действительно начать внутри себя, прям со скрипом иногда это происходит, эти изменения, да. Вот поэтому многие люди тянут одну и ту же тему годами, все это крутят, потому что они хотят по-новому, хотят, чтобы ситуация решилась, но по факту, если ты начинаешь вот с ними разбираться, с ними общаться, ты понимаешь, что человек не готов расставаться с какими-то вещами, с какими-то своими принципами, а он хочет усидеть на двух стульях, но так, ну, не работает, да, поэтому вот я вчера убедилась, что, конечно, невозможно за человека заставить его там, да, чего-то захотеть. То есть захотеть можно только души, и очень часто люди чего-то хотят уже, когда, знаете, уже до самого края они дошли, до самого пекла, уже просто адский ад такой внутри происходит, и тогда они чего-то уже там хотят, готовы что-то менять. Вот такая вот история. Поэтому такой вот нюанс, который нужно о себе понимать, что всегда хочется зацепиться за что-то старое, к чему-то привык, а сейчас, в общем-то, нужно быть очень гибким и быстро подстраиваться. Вот. И сегодня у меня сон тоже был очень интересный, я обязательно его проработаю. Вот. И, может быть, даже с вами поделюсь какими-то инсайтами, как обычно. Вот. Ну, а я сейчас буду есть круассан. У меня сегодня в центре дела. Вот. И хотела здесь, снова остановилась здесь, потому что на маршруте было с утра, в понедельник очень удобно, потому что многие кафешки в понедельник закрываются, а вы знаете, мое дежурное место по пути остановиться. Я вчера увидела круассан, такой большой, красивый, и захотелось его съесть. Вот, так что сегодня немножко себя попалываю. Это вознагражу себя за такую тяжелую ночь. Вот, поэтому хорошего всем дня. Я вас всех люблю. И помните, что нам не дается в этой жизни задач, которую мы не можем решить. То есть, если мы встали перед какой-то проблемой, значит, мы ее можем решить, просто от нас требуются какие-то внутренние усилия, от нас требуются какие-то изменения, от нас требуются какие-то шаги, переосмысления, изменения своих моделей поведения, своих мыслей. Вот, поэтому прислушивайтесь к себе, и все у вас будет хорошо. Погнали в новый день. Всем привет! Сегодня вторник. Я оделась сегодня по-спортивному. Хочу сделать такой большой, где-то на 1,5 часа такой спортик, пройтись. Поеду в Тургут-Рейс. Там моя самая любимая долгая набережная. Сегодня такая погода редкая, когда в Тургут-Рейсе, скорее всего, не будет ветра. И солнечно, и приятно. Я смотрю, уже начинается в Бодруме потихонечку падать температура сильно ниже 20. Днем для нас это холодно, поэтому я сейчас пойду туда, сделаю такую прогулочку, спортик на часика-полтора, наверное, там. Вот. И хочу сегодня заехать в одно интересное местечко, магазинчик. Вот, нужно купить гостям в Стамбуле, с которыми мы встречаемся, небольшие подарочки, как всегда. Вот, поэтому зайду, там любопытный магазинчик, я думаю, вам будет очень интересно. Вчера вечер так затянулся, я уже практически забронировала отель, практически купила билеты на рождественский один город. Ладно, скажу по секрету, в Ригу хотела поехать в Ригу в подруги, но оказывается, она как раз в эти даты, там, и ближайшие недели там не будет, поэтому, в общем, а я уже так все спланировала, я даже уже какие-то там музеи, рестораны, кафе, как обычно, себе в Google закладки положила. В общем, где-то в 11 вечера она таки ответила, наконец-то, долго не отвечала. И, в общем, ну, значит, будет какое-то, может быть, другое место, может быть, и никуда не поеду, а может быть, куда-то поеду, посмотрим. В общем, если будут какие-то новости, поделюсь с вами. И, может быть, даже вместе как-то покажу, как я планирую свои путешествия. Вот, ну, погнали в новый день. Прекрасная набережная Тургут-Рейса, там видны оттуда остров Кос и всякие разные другие красивые виды. Вот, а потом поедем, купим подарки. Погнали. Вам сказала про эту поездку, и мне подруга пишет: а приезжай летом отдохнуть от жары, когда будет хорошая погода. Я говорю, хорошо, договорились. Вот, но про себя думаю, что для меня там запланировать поездку на год вперед, это вообще, это нереально. То есть, ну, как бы я человек спонтанный. Даже вчера вот мы с ней поболтали, и у меня появился такой порыв полететь, и я тут же нашла там классный билет, и хороший отель, там, и всякие скидки, короче, все прям супер подобралось. Вот, но, в общем, мы не состыковались.
собрались, ну, значит, так надо. Вот. Но для меня запланировать какое-то путешествие или какие-то такие события там на год вперед это невозможно, потому что я человек спонтанность, человек такого эмоционального порыва, и для меня, конечно, это сложно. Поэтому я очень часто путешествую одна, потому что это такой порыв, момент, и ты чувствуешь, что пора. Сейчас момент, именно то место тебе сейчас в данный момент будет прям вот просто вот в самое сердце, прям вот просто по энергетике совпадет. Вот, ну, я вчера уже где-то к часу ночи я легла спать, вчера затянулся вечер, я нашла еще пару классных направлений, вот, но они все мне одинаково нравятся, вот, в общем, я не люблю вот это, я же весы, для меня, когда становится вот это перебирать этот выбор, я не люблю, то есть я обычно сразу же принимаю решение, принимаю выбор моментально, это уже наработанная годами для меня техника, вот, а когда появляется там 10 вариантов, и не все однозначны, вернее, как-то все они между друг другом равнозначны, для меня это просто катастрофа, поэтому я всегда вот интуиции прислушиваюсь, она всегда знает, какой самый, себя поглаживаю, она знает, какой самый лучший вариант, поэтому так как вчера я не купила никаких билетов, никуда я не полечу, поэтому, ну, в общем, пока настраиваюсь на Стамбул, там тоже будет встреча с подружкой, поход по Багдад GDC, шопинг, кафешки, ну, в общем, класс. По Бодрумскому полуострову, да, какие холмы и горы в Ялаковак, все зеленые, в оливковых деревьях, в дубах, и когда ты едешь, да, вот буквально проезжаешь 30 минут, да, вдоль побережья, доезжаешь, например, до Тургут-Рейса, в сторону Аспата, то это совершенно другой ландшафт. Уже холмы, видите, они зеленые, они такие каменистые, на них практически нету никакой зелени. Это очень забавно. Бесконечно спорить, какой из районов Бодрума самый живописный, самый красивый. Но я считаю, что в каждом районе Бодрума есть свои прелести, правда. Есть свои прелести в районе Битес, Канаджик, Тургут-Рейс, особенно Ялаковак. Ну, Ялаковак это вообще дом, да, потому что я там живу, то есть я не представляю себе жизнь в другом районе, кроме как Ялаковак. Вот, потому что все-таки в нем какой-то дух какой-то прогрессивности, роскоши, богатства, вообще какой-то динамики, он присутствует, потому что в других районах этого, конечно, меньше. Вот, но Тургут-Рейс, конечно, ну где такие виды? В Ялаковак нет таких видов. Посмотрите, какая просто красота. Какие виды. Там, видите, маяк, вот этот небольшой остров, это турецкий остров, и там уже вдалеке это греческие острова. Самое главное, чем нравится Тургут-Рейс, это, конечно, своей замечательной набережной. И я сюда очень часто приезжаю, когда хорошая погода, погулять. Вот, кстати, видите, я уезжала из Ялаковак, ветра не было, но в Тургут-Рейсе всегда есть ветер. В этом, вот, кстати, самый главный недостаток жизни Тургут-Рейс. Здесь очень всегда ветрено, постоянно. Не красота ли? Не прелесть? Вы посмотрите, какая прелесть. Ну и, конечно, самое главное, что здесь, видите, вот это вот уже остров Кос. То есть, в принципе, даже можно переплыть на каком-нибудь небольшом плавательном средстве типа борда. У меня уже были такие мысли. Ну, понятно, что это граница, это я шучу, но сам факт, вот посмотрите, как это близко. Когда здесь гуляешь вечером, то ты видишь даже домики, огоньки
с той стороны. Очень красивый прибор такой, нежный, мягкий. Самая любимая, великолепная часть набережной. Я просто обожаю здесь бывать. Иногда я просто даже просыпаюсь и понимаю, что я вот ничего больше сейчас в этой жизни не хочу, кроме как пройтись именно вот по этой части, этой части набережной. И просто насладиться этим видом, этим ветром, послушать этот шум прибоя. Здесь чистейшая вода, смотрите, какая прям бирюзовая. Очень много рыбачков. Некоторые бабулечки даже делают заплывы. Не подходит. Ждет рыбку. Хитрюга. Хитрюга. Не подходит, потому что там могут волны его намочить. Но ждет, когда вот у этого рыбачка какая-нибудь рыбка выловится, чтобы подкрасться. Я знаю, они хитрюли такие. Обожаю этот кусок набережной. Конечно, вы видите уже в каком плачевном состоянии это все находится, потому что не ухаживают. Но когда оно только открылось, это, наверное, было еще когда до короны, наверное, такой 19-й год, да, 20-й. Здесь было великолепное такое синее покрытие для пробежек. Плиточка была свежеуложенная, идеально ровная. Сейчас, конечно, уже все покосилось, и когда идешь, нужно быть очень аккуратным, чтобы не споткнуться. Но сам факт, что, конечно, это набережная с таким вот продолжительным видом на море, видом на Кос, мне всегда напоминает Испанию. Мне кажется, я где-нибудь в Испанию вспоминаю испанские каникулы, испанские путешествия, особенно зимние, и сразу мне вспоминается и Валенсия, и Барселона. Ну, Мадрид, наверное, нет, но вот такие вот эти местечки сразу же я вспоминаю. Великолепно, правда? Стоит проехаться 20-30 минут, чтобы пройтись по этой набережной. Редко я это делаю, но сегодня погода, как видите, действительно располагает. Просто красота. Помните, буквально вчера мы с вами говорили в видео чуть-чуть раньше, если вы перемотаете, вы, наверное, вспомните, что я говорила о том, что многие люди хотят чего-то, очень сильно переживают по тому, что у них что-то не получается, того, чего они хотят. Вот. Но, знаете, вчера вот был тоже у меня разговор с подругой. Мы вспомнили, обсуждали там одну ситуацию, вы знаете, и я, в миллионный раз убеждаюсь, что, конечно, хотеть мало и роптать мало. То есть часто люди хотят и не понимают, что, допустим, они хотят отношений, хотят семьи, и даже хотят детей, но при этом они совершенно не способны идти на компромиссы. То есть вся их жизнь пронизана эгоизмом, пойти на хоть какие-то уступки и вообще взять скажем так, учесть чувства других людей вокруг и так далее, да, то есть быть чутким, быть мягким, быть тонким, быть способным уступать, взаимодействовать, да, все это требует отношения, да, именно в паре в первую очередь. Поэтому многие женщины, мужчины, они так хотят отношений, хотят быть в паре, но на практике они совершенно не способны на такие качества. И если ты хочешь, чтобы у тебя все-таки были отношения, были счастливыми и гармоничными, то эти качества, конечно, нужно развивать. И, скажем так, просто топать ножкой, говорить вселенной, типа, ну почему, не прокатит, не прокатит.
Вот, поэтому все мы сами, все сами создаем, своими качествами привлекаем, поэтому откровенно нужно себе признаваться, кто я, что я и чего я на самом деле хочу. Хочу я на самом деле семьи или на самом деле я не готов отказываться от никаких своих образов жизни, своих требований, своей там жесткости, своей, не знаю, там придирчивости, требовательности, избирательности, что угодно, да. Вот, или я готов. Тогда я готов принимать какого-то еще человека в свою жизнь. Кстати, заметила, в Турции я же в Англии снимала блог, и вообще никому дела не было. Ты даже можешь в самом людном месте снимать, и тебя никто не смотрит. Но в Турции ты только достаешь телефон, начинаешь что-то говорить. Все вокруг, все на панике, все на тебя смотрят. Какой-то тайный агент закрался. Вот, поэтому... Ой, какая красота! Какая красота, иногда хожу по этим местам и думаю, сама себя хвалю, боже, какая я молодец, ну такой путь огромный пошла, вот столько у меня было в жизни очень непростых и тяжелых моментов, но все это того стоит, то есть я вспоминаю свою жизнь 8-10 лет, ну не 10 лет назад, это уже больше, слушайте, я уже 15 лет назад, все мои мечтания, о чем я хотела, и мне казалось, так все далеко. Вот, но, как видите, это все оказалось просто вот такой вот уже для меня обыденной реальностью. Для кого-то это кажется какой-то такой... Люди приезжают раз в год на курорт или там посещают какие-то места. Раз в год рука затекла. Вот, а для меня это стало нормой жизни. И на самом деле к этому был такой огромный путь. Просто такой огромный путь. И я знаю, что многим кажется, что, наверное, как я живу, это как-то так все легко, все это как-то само собой. Вот, и кто-то это мне все это как-то подарил, мне это все, да. Вот, но, к сожалению или счастью, в моей жизни так сложилось, что практически все, чего у меня есть, мне приходилось добиваться и вносить в свою жизнь самой. Наверное, может быть, поэтому мне и цена, и жизнь, и все, что в ней есть. Вот, поэтому путь был огромный, и я сама себе благодарна, и спасибо Господи Богу за то, что такой путь мы вместе пошли, моим родителям, вообще всем людям, которые в меня верили. Таких было единицы. Вот. Иду уже в обратную сторону, и вы можете увидеть, какой ветер. Буквально, не знаю, 10 минут я иду в ту сторону, обратно, и я уже устала. Ветер прям просто порывистый такой. Напоминает мне сразу Азоры. Мы ездили на Азоры. Это было 2 года уже назад. Это была великолепная поездка. И когда вот такие порывы ветра, у меня сразу же Азоры. Сразу воспоминания относят в это удивительное место. Если кто не бывал, к сожалению, я не снимала там влог. Может быть, как-то из фотографий что-то смонтирую. Посмотрим. Кстати говоря, хорошая идея. Знаете, хочу с вами поделиться одним инсайтом. Было одно время, когда я жила в Москве, это было, наверное, лет 15 назад, даже 20 уже, наверное. Как-то я начала читать книги. Вот, именно. Или они все-таки имели какой-то, не просто художественную литературу, а все-таки какое-то направление разное. И касательно искусства, и философии, и эзотерики, и психологии, и так далее, неважно. В общем, в детстве я никогда не любила читать книги. Для меня вообще до сих пор чтение книг это жуткая каторга. То есть для меня это слишком долго. То есть для меня, например, ChatGPT просто стал моим другом, у которого уже есть мое имя, он знает уже обо мне столько всего. Я могу сказать: ChatGPT, слушай, ты обо мне знаешь это, давай-ка предложи мне, куда я могу, например, сейчас пойти или отправиться, к примеру, если я нахожусь в каком-то новом месте. В общем, я это к чему, что я вот это общение с ChatGPT натолкнула последние дни на то, что на самом деле я для себя сформулировала, почему у меня в последнее время тоже мне нравится читать снова книги и разные интересные темы. Вот, и я поняла, что для меня
Я для того, чтобы мне читать книгу, мне нужно, чтобы вот тот человек, который пишет эту книгу, его язык, его формулировка меня заинтересовали, и тогда я воспринимаю это не как чтение, а книгу, а как просто посиделка в кафе с каким-то очень интересным, умным человеком. Вот, и тогда я могу читать эту книгу. Представляете, нужно было прожить практически 40 лет на этой земле, чтобы понять, что для меня книги это взаимодействие с каким-то, вот, грубо говоря, такой диалог тет-а-тет с каким-то человеком умным, который знает в какой-то области сфере больше, чем я. И вот когда я так это посмотрела на это, сразу интересно стало читать. Поэтому какая бы ни была полезная суперкнига, но если я открываю, мне не там как-то слог или темп изложения мысли мне не заходит, все. Next. Вот, поэтому, может быть, кому-то это тоже поможет. Шла пока... Я вообще люблю ходить, когда ходишь, всегда какие-то инсайты, мысли. Блин, ну как же тяжело нести телефон, блин. Они все обещают, что он каждым годом будет становиться легче, но он, блин, кажется, с каждым годом, мне кажется, тяжелее. Надо взвесить. Друзья, ну какая же красота, какая же прелесть. И сейчас к концу сезона, перед зимой, все кустарники, все цветочки. Видите, вот все красиво так постригают, так пахнет красиво травой. Конечно, вот эти вот пальмы, густота пальм. Вот уже сколько лет? 10 лет, да? И каждый раз все равно, каждый день меня все равно пальмы восхищают. Прям вот душа прям вот такой, знаете. Вот. И солнышко какое сегодня. Просто волшебная погода. Вот. И прошла я всю набережную. Красота. Вот я дошла в Тургу Дрейс Марину. Наверное, в этом сезоне моих влогов еще ее не было. Это первая такая роскошная марина, которая появилась в Бодруме много-много лет назад. И до того, как построили Ялаковак марину, конечно, Тургу Дрейс Марина была самой привлекающей туристов, и все сюда в первую очередь приезжали. Вот. Но после того, как построилась Ялаковак марина, эта марина, конечно, отошла на второй план. Она стала попроще, поскромнее, более такие бюджетные рестораны. Контингент уже немножко совсем другой. То есть сюда уже мало кто доезжает, потому что вся жизнь теперь кипит в Ялаковак марине. Ну и посмотрите, сколько здесь яхт на самом деле припарковано, пришвартовано, потому что в Ялаковак марине в основном мега-яхты, а здесь много маленьких яхт и достаточно более бюджетный способ оставить свою яхту на зиму. Ой, какой кайф! 5 километриков получилось. Находилась. Учитывая, какой был ветер, это было непросто. Ой. Ну что, мы в Ялаковак. Чух-чух-чух. Совершенно другой вайб. Все-таки, не знаю, Ялаковак более такой причесанный, презентабельный. Самое главное, что он более зеленый, такой спокойный. Ну, не знаю. Это дом. Это дом уже. Иду я в этот магазинчик, Хатиджей Тейзе. Здесь много всякого местного, локального, продуктов и всяких этих лукумов и мыла. Ну, в общем, я здесь обычно всем своим девчонкам, подружкам покупаю подарки. Вот. А мужчинам, конечно, сложнее. Но сейчас посмотрим. Может быть, кстати, что-нибудь из вот этих вот сладостей возьмем. Как вариант, кстати. Мне кажется, да. Сейчас посмотрю, что еще мужчинам можно взять. Может быть, какую-нибудь маленькую баночку оливкового масла. Хотя у меня ручная кладь. Если только какую-то вот такую вот маленькую. Вот. Ой, вы знали бы, какие здесь ароматы. Здесь даже, видите, всякие закруточки есть. Ой, как пахнет мед. Красота какая. А это всякие в Турции очень популярны. Фисташковые пасты есть обычно. Смотрите, кешью паста, фисташковая паста. А это миндальная паста. Вообще красота. Это, кстати, очень классно добавлять можно. Интересно, кстати, она без сахара или с сахаром? Что тут пишут? Да, только бадем, нету сахара, нету никаких ни консервантов, ничего. Класс, да? Супер.
Вот. Красота. Ну, я люблю просто орехи есть. А пасту, в принципе, если в какую-нибудь гранолу добавить, ну, почему бы и нет. Видите, какой здесь красивый интерьер. В общем, надо что-то сейчас будет здесь выбрать на подарки. Но я, наверное, склоняюсь все-таки к этим вот наборам. Вот, даже не знаю, что взять. Конечно, кремчики девочкам, всякие спреи. Вот эта вот лавандовая вода, это прям вообще классно. Прям пшикать себе подушечку, чтобы засыпать, например. Это волшебно. Или куда-нибудь на одеялко. Супер. Ой, свечи здесь, кстати, есть. Смотрите, какие красивые, большие. Я любитель, фанат свечей. У меня было, кстати, пару таких больших вот свечей. Долго они. Можно целый год ее использовать, если так периодически, время от времени. Мне кажется, я определилась с этим. Это редко можно найти. Здесь эти сладости, они без глютена и без сахара. Вот. И даже я сейчас напробовалась, учитывая, что я столько времени не ела всякого такого. Очень вкусно. Ну и вот такие вот будут красивые подарочки. Сейчас все дело упакует. Красота. Поэтому рекомендацион.